Ценник за Флориана Виртса. Ньюкасл хочет усилиться Киммихом. Названо имя следующего тренера Барселоны. Джордан Хендерсон переходит в Аякс. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Ливерпуль интересуется защитником Челси Леви Колвиллом. Об этом сообщил Talksport. По их информации, Ливерпуль хотел подписать игрока еще летом прошлого года, прежде чем игрок сборной Англии заключил новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Отмечается, что Ливерпуль по-прежнему сохраняет интерес к молодому защитнику. В этом сезоне 20-летний игрок провел 26 матчей за Челси во всех турнирах. Бенфика опровергла слухи о переговорах с Манчестер Юнайтед по Жуау Невишу. В интернете появлялась информация о том, что МЮ уже ведет переговоры с португальским клубом и получил приоритетное право на трансфер 19-летнего полузащитника следующим летом. Бенфика отрицает существование какого-либо права приоритетного трансфера в отношении своего игрока. Бенфика ни при каких обстоятельствах не вступала в переговоры с Манчестер Юнайтед или каким-либо другим клубом по поводу этого игрока и не намерена этого делать, поэтому любая информация, свидетельствующая об обратном, является ложной, заявили в португальском клубе. Испанский журналист Франсуа Галарда в Твиттере назвал имя специалиста, который сменит Хави на посту главного тренера Барселоны. Мичел сообщил мне, что в следующем сезоне он станет новым тренером Барселоны. У клуба с ним уже было 3 встречи, и они уже достаточно продвинуты, написал Галарда. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство синегранатовых рассматривает вариант с увольнением Хави в случае неудовлетворительных результатов в 2 грядущих матчах. На данный момент Мичел возглавляет Жирону. Центральный защитник Лиля Лени Йоро может перейти в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг. По информации источника, на приобретение игрока обороны всерьез нацелены Бавария и Манчестер Юнайтед. Оба клуба попытаются подписать Йоро во время летнего трансферного окна. Стоимость игрока по данным Трансфермаркт 25 миллионов евро. Защитник Арсенала Седрик может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Сэмми Мокбелл. По его информации, Бешикташ всерьез нацелен на подписание игрока обороны. Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с представителями канониров. Отмечается, что ход обсуждения потенциальной сделки протекает оперативно. Седрик выступает за Арсенал с 2020 года, а его контракт с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Владельцы ПСЖ прокомментировали ситуацию вокруг португальского нападающего команды Гонсалу Рамуша, который не смог адаптироваться к стилю игры Луиса Энрике. Как сообщает L'Équipe, боссы ПСЖ заверили, что возможность ухода Гонсалу в это трансферное окно закрыта. Однако у клуба может возникнуть сильное искушение расстаться с ним уже в этом месяце, если они получат выгодное предложение по португальскому нападающему. Ранее сообщалось, что главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике не считает Гонсалу Рамуша игроком, который способен помочь команде в наиболее значимых матчах. Парижане выкупили Гонсалу за 65 миллионов евро у Бенфики, и еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Лос-Анджелес объявил на официальном сайте о назначении Джорджо Кьелини тренером по развитию молодых игроков. Итальянец войдет в тренерский штаб Стива Черандуло. Лос-Анджелес был последним клубом в карьере Кьелини. Экс-защитник провел в команде 2 сезона, а карьеру он завершил в конце прошлого года. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон достиг договоренности с Аль-Итифаком о своем уходе из саудовского клуба в это трансферное окно. Присоединившись к Аль-Итифаку только прошлым летом, Хендерсон быстро понял, что его уход из Ливерпуля был ошибкой. От роскошного контракта Хендерсона с клубом остается еще 2,5 года. Однако The Athletic может подтвердить, что саудовский клуб согласился отпустить игрока без трансферной платы. Хендерсон покинул зимний тренировочный лагерь Аль-Итифака в Абу-Даби и теперь возвращается в Англию, но ненадолго, потому что Джордана уже ждут в Амстердаме. Утверждается, что англичанин уже достиг принципиальной договоренности насчет своего перехода в Аякс. Сторонам остается обсудить ряд заключительных деталей и подписать бумаги.
Альваро Фернандес перешел из Манчестер Юнайтед в Бенфику. Манкунианцы объявили о переходе защитника в португальский клуб на правах аренды до конца сезона. По информации Фабрицио Романо, у Орлов есть опция выкупа игрока за 6 миллионов евро. Она станет обязательной, если игрок проведет в стартовом составе как минимум 50% матчей. Юнайтед также сможет получить определенную долю от суммы перепродажи защитника. Фернандес — воспитанник Реала. Он перешел в МЮ в 2020 году и выступал за юниорские и молодежные команды манкунианцев. За основную команду Юнайтед испанец еще не играл. Первую половину сезона Альваро провел в Гранаде. Ньюкасл связался с Баварией и запросил информацию о доступности полузащитника Йозуа Киммиха, однако сам футболист не хочет покидать мюнхенский клуб этой зимой, сообщил журналист Кристиан Фальк. По его информации, летом игрок может быть открыт к уходу, а Бавария готова будет провести переговоры. Действующий контракт немца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Киммиха в 75 миллионов евро. Слушания в отношении Манчестер Сити, который обвиняется в совершении 115 финансовых нарушений, пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает The Telegraph. Ранее Премьер-лига обвинила Ман-Сити в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые совершались на протяжении 9 сезонов. Расследование охватывает период с 2009 и до конца 2018 года. Основной массив обвинений касается доходов клуба, а также операционных расходов. Утверждается, что клуб нарушил правила финансового фейерплей. Ранее из-за финансовых нарушений с Эвертона были сняты 10 очков. Полузащитник ливеркузенского Байера Флориан Виртц с большей долей вероятности останется в своем клубе ближайшим летом. Как сообщает издание Bild, шансы на уход немца достаточно малы, но они все же есть. Источник отмечает, что фармацевты требуют за 20-летнего игрока 130-150 миллионов евро компенсации. Если главный тренер Байера Хаби Алонсо останется в команде на следующий сезон, Флориан намерен продолжить работу с испанским специалистом. Многие европейские топ-клубы, включая Мюнхенскую Баварию, активно следят за ситуацией. Сообщается, что Байер также в ближайшее время может предложить Виртцу новый контракт. Мюнхенская Бавария положила глаз на полузащитника ПСЖ в аренды. По информации от Bild, команда Томаса Тухеля добавила игрока в свой шорт-лист. Источник также сообщает, что Лейпциг в данный момент активно работает над продлением аренды. ПСЖ понимают, что вряд ли смогут гарантировать Хави регулярное игровое время, поэтому продление аренды вполне вероятно.